Друзья мои, у нас интересная новость, интересная новинка. Это BYD D1, D1 по-русски. Очень долго мы эту машину ждали, мы ее искали по разным салонам. И сегодня буквально случайно мы ехали со съемок и увидели, как разгружается автовоз. Автовоз с кучей вот этих вот BYD-шек. Леха, диванки стоят. BYD, ставь метку, приедем сюда сейчас. Вон они. Вот здесь сейчас можно увидеть, везде их поставили, расставили на все свободные места. Вот они стоят. И Антон уже копает. Я уже это сделал. Все, дернул, как в старом Рауме. Toyota Raum. Если кто-то знает, о чем я говорю, у меня было то же самое. Автомобили эти купить будет нельзя, к сожалению, по крайней мере, на данном этапе. Автомобили эти, компания BYD выпускает новый интересный проект. Автомобили в аренду. Типа как, наверное, каршеринг. Но эти автомобили будут сдаваться в аренду на месяц. Месяц аренды будет стоить 4500 юаней. Ну что, давайте посмотрим, что из себя представляет этот автомобиль. Это будет краткий обзор, поэтому не обессудьте, ребят. Более подробно мы снимем, когда уже можно будет сделать полноценный тест-драйв. И специально изучим вопрос, приедем. Поэтому сегодня так просто, быстро. Стоимость 151 800 юаней. Батарейка емкостью 53,6 кВт-час. Запас хода 418 км по циклу NEDC. Ну, в общем, это BYD, выпущенный совместно с компанией DD, которая уже стала популярной в России, я так думаю. По крайней мере, в Казани точно уже очень сильно набирает обороты. В целом, эта машина, она очень легкопросторная. Она сделана для того, чтобы там возить пассажиров, и им было комфортно. То есть там, в принципе, комфорт на заднем сидении рассчитан. Пойдем глянешь, какое там пространство. Просто космос. Тут, короче, в общем, здесь два USB, подстаканники вот такие вот интересного решения сделаны. И вот это для чего, я не знаю, я ее пока не вскрыл. Ну, для чего-то она нужна. Что это такое? Вот не знаю, что это такое. Замочек, да? Замочек какой-то, да. Материалы, слушай, добротные. Материал, как они заявили, износостойкие, прям сильно износостойкие, да. Чтобы конкретно можно было ухайдохать эту тачку и ничего с ней не будет. Она мне, знаешь, она мне по пространству напоминает английский кэб. Вот там в английском кэбе очень тоже, вот ты сидишь, смотри. Ты-то вообще тут комфортно сидишь. Ну-ка, ты. Слушай, материалы прикольные. Да, материалы прикольные. Они износостойкие, ну какой-то вот прям, знаешь, как резина какая-то такая-то, да? Ну, что-то кстати, типа такого. Блин, ну мне кажется, жопа будет запотевать на них. Там будет вечно холодно. Ну хотя, может быть, будет какая-то подкладка там. Ну да. Слушай, ну даже мои ноги, посмотри как, а? Ты видишь? Вообще просто я тут развалился, а, как король. Смотри, тебе просторно, да, я смотрю спереди? Вообще просто. Ага, а ты, получается, и сам за собой сейчас сидел. А не сел. Вообще. Так, друзья мои, по-моему, у нас не просто будет короткий обзор, а мини-тест-драйв. Случайно заскочили вообще. Да, потому что этих машин пока еще нету. Поехали, да? Не, мы поехать не можем. А здесь мы можем практически здесь? The can drive here. Нет, не приехаться вообще никак. Ушими, дзели. No. Итак, мы сейчас поедем вот на этой красотке. И вот с этой красоткой. Так, ребят, блин, мы, короче, кое-как уговорили этих прекрасных девушек. Дамочек. Так, смотри, для водилы ID, ID-шная, сразу же вводишь. Дверь закрыта, ехать ты не... Как ты мог поехать вообще с закрытой дверью, интересно? Слушайте, ну, поехали. Я тебе знаешь, что могу сказать? А? Ты официально первый иностранец. Первый иностранец. Возможно, и последний. Да, потому что эта машина в аренду только для детей. Дядя Зели. Все, они тут так боятся, короче, они так испугались, что мы сели в эту машину и решили поехать. Слушай, у него радиус разворота вообще маленький. Я чуть ли не на месте развернулся. Камера. Качественная.
Ну, не топ, но хорошая картинка. Ну, для водилы Да. нормально получается. Да. Тоже все сделано для водилы. Угу. Я смотрю, у тебя Так. прям экран здоровущий вот тут спереди. Педаль, знаешь, такая прям проваливается, мягенькая педалька. Подвеска, ну, средненькая, скажем так, да? Мгм. Все, давай, сейчас, кей. Thank you so much. Се, не. Сейчас сюда, давай запаркуемся еще разок. Ну-ка. Так, смотрим. Налетели, шуму нагнали мы с тобой. Угу. Все. Так, ну что, ребят, небольшой мини-тест-драйвчик, да. Проскочили мы здесь вот буквально 50 метров туда и 50 метров обратно. Тем не менее, проехали через один лежачий полицейский. Подвеска так себе, средненькая, не мягкая, не жесткая. Вот. Посадка здесь удобная, комфортные кресла. В принципе, они из материала такого У тебя, тянущийся. Подожди, у тебя Он такой же, как там. Просто перфорированный здесь. цвет и перфорированный. Да. Материал. А у тебя здесь уже пассажирский, уже пассажирский. не перфорированный Не материал. перфорированный. Износостойкий материал для того, чтобы можно было ездить на этой машине, долго ездить. Здесь у нас что? Смотри, здесь пластик такой, да? Текстура Типа такая выглядит как будто под кожу, да, на но это самом деле пластик. пластик. Это пластик, естественно, здесь глянец. Все так красиво сделано. Вот это вот смешной показался мне этот маленький экранчик. Посмотрите, это вообще это что такое? Ну, он есть, там есть информация, Леш. Да, то есть получается сам экранчик вот 2 на 2 сантиметра. Вот здесь что у нас есть? Заряд батарейки в процентах, да, и Остаток хода. остаток хода, И наверное, потребление, Да, скорее всего, да. Скорость, режим, спорт. О, спорт даже есть, ну ничего себе. Дефлекторы, в принципе, выполнены также износостойко. Видно, что больше был акцент не на дизайн и не на комфортность именно пользования, а это было сделано для износостойкости. Руль не кожаный, но это и не пластик, то есть это обито кожзамом, руль обит кожзамом. В принципе, удобно, комфортно. И здесь, смотрите, кнопка сразу DD, то есть это кнопка, которая запускает приложение DD. Автопилота здесь нету, есть круиз-контроль, причем круиз-контроль адаптивный. Вот у нас есть регулировка расстояния до ближайших автомобилей. окей. Основная фишка в том, что компания BYD совместно с крупнейшим поставщиком услуг такси DD, совместно они, значит, сделали разработку этого автомобиля D1. То есть здесь у нас что? Здесь у нас полностью привязка идет к сервису DD. Водитель залогинился сюда, у него вся информация здесь на экране. Все, можно ездить и заниматься Да, скорее работой всего, такси. заказы будут приходить, и ты, наверное, вот этой кнопочкой а-ля подтверждаешь. Типа, заказ принял, Принял. да? Регулировка руля, да, посмотрим. Есть и по вылету, и по высоте. Ход небольшой, но тем не менее она есть. И я сижу здесь, смотри, как комфортно. То есть у меня вот здесь вообще ничего не мешает совершенно. Ты что, наверное, опустить сиденье можешь? Да, да, я могу и опустить, и поднять его. Расстояния здесь, конечно, хватает с запасом. Что у нас здесь? Сенсорное включение огней, камера. Камера – это для безопасности водителя. Есть камера, которая фиксирует все происходящее в салоне и отправляет все на сервер. На сервер DD наверняка, да, все это, или BYD. Автодоводчики есть? Нету, смотри. Вверх только ручкой, а вниз есть автодоводчик. А у пассажира? Тоже только ручками. А у пассажира вообще все вручную. Ага. Знаешь, что прикольно? Кнопки. Огромные физические кнопки. Включить кондиционер. Заработало. А выключить? Соседние почему-то. Ага. Эко-режимы, да? Да, режим Эко-спорт. Переключение эко-спорта. Это у нас система антизаноса. Включение-выключение. Эта кнопка выводит нас в меню, да? В меню автомобиля. Машины, да. Аварийка, парковка, автохолд, шайба РНД. Это громкость, да? Да. Громкость. Громкость включения, Так, выключения, скорее кондиционер, всего. включение кондиционера, выключение кондиционера и подогрев стекол. Так, это у нас закрытие двери. Происходит вот таким вот рычажком. Закрытие какой двери?
правой двери. Ну-ка, покажи мне. Ну-ка давай. Так, знаешь, что тут еще интересного есть? Тут есть подогрев задних сидений. Подогрев задних сидений. А Задних. где? Так, смотри. Погреть жопу. 那它 里面也要设置，应该英文的话应该如果 А передние? 它是在海外， А передние должны мерзнуть, что ли? Передние? Передние, да? То есть, Может быть, сюда вот? 如果可以 Да, 的话， всё правильно. 买嘛如果不可以，咱们就租嘛。先 Вот это вот как-то вот... 先试试看。 О, слушай, это можно двигать, нифига себе. Так, ну то есть, в любом случае, греть попу Только задним пассажиром. только задним пассажиром. Короче, я понял. Это если вредный пассажир, здесь в Китае жара же постоянная, да? Если водила едет, а вредный пассажир сзади, включаешь ему просто подогрев сиденья. Чтобы у него желание возникло, типа, все, Шифу, я приехал, все, спасибо, я выхожу. А передний пассажир – это его друг. Ему нельзя включать. Лепестки с левой стороны – это включение фар, регулировка фар. А с правой стороны, ну, стандартно, да, это дворники. Все, здесь ничего интересного. Зеркал нету. Для пассажира есть зеркала, а водителю они не нужны. Похоже, да? Как бы нефиг. Есть подощечник. Есть... Это что такое? Непонятно. Так, тут у нас что внизу? Такая Смотрим. здоровенная Такая здоровенная ниша, да. Это, наверное, чтобы водитель мог сюда поставить термос, там какой-то пакет с бутербродами. Ну, все-таки, наверное, ехать ему далеко И долго. и долго. Кстати, как ты говорил, называется, да, Day One переводится на день один, да? Да, День- day one. Day one. Day one. Day one, то есть на день один. На один день водитель... аренда на один день, да? Да, да, они же позиционируются Подразумевают. как каршерингом, наверное, потом выйдет. Каршеринг, аренда на один день. Да. Day One. Снизу у нас есть 12-вольтная розетка и есть какая-то полочка такая небольшая, да? Самая главная фишка в этой машине это вот такие двери слайдинговые, да? Чего? Для того, чтобы не ударить соседнюю машинку. В Китае паркуются рядом. Меня уже несколько раз так поударяли, вот, и мне сразу и больно. Да. Да ты мыши. Смотри, ручки по цвету DD. Приложение DD оранжевого цвета, и в них все такое, небольшие такие места есть, да, как кнопочка DD, вот такая ручка позиционирует себя. Задний ряд комфортный, как мы уже проверили на другой машине. Места здесь хватает вполне, то есть кресло там отдвинуто, там просто по-королевски можно сидеть, вытянув ноги. Здесь у нас есть вот такие подстаканники, да, вот они подстаканнички. Далее есть какая-то вот такая полочка, которую мы, как бы ее открыть, а? Короче, тут есть какая-то полочка секретная. Может быть, это сейф. Вот, и смотри, и еще есть вот такая штука. Раз, Опчик! Ничего и себе. у тебя есть 小口袋吗？或者挂东西的，对不对？应该放手机。 Ну-ка еще раз. раз, и нету. Like a small Хоп. pocket and Пассажир может открыть дверь заднюю вот такой кнопочкой. Оп, нажали, да, дверь закрывается. Это первый вариант. Да. Здесь на двери управление стеклами, но сейчас машина неактивна, и мы не можем ничего сделать. И также, наверное, можно вот здесь, да, это аварийное открытие. Это ручками уже. Это если вдруг случился блокаут, обесточка, то вы можете открыть дверь вручную и выскочить. Вот так вот. Продумано все, да? Да. Багажник. Ну-ка, ну-ка. Ага. Вот, мимо, вот, мимо, вот. мимо, Леш. Во. Так, ага. Небольшой, высокий, ну небольшой. Здесь что у нас? Слушай, ну как небольшой? Вот смотри, у нас здесь есть ниши такие, да? И там у нас все. Девочка смотрит, так бы я бы распотрошил бы еще больше. Есть вот такие карманы большие. Интересный момент. Откидывается в родный пол или нет, как думаешь? Не знаю. Мне кажется, нет, потому что здесь спинки выполнены с такими if had the упорами, key. No, maybe Что, no. я No, думаю, no, нет, no, да. no, no. Давай, тест Антохой. Давай. Вообще,
Антоха влезет. Изи прям, мне комфортно. Класс, не, места много. Большой багажник. Если ты едешь в аэропорт с большой поклажей, по крайней мере, такую машину вызывать одно удовольствие. Мгм. Подвеска спереди Макферсон стоит, а сзади что у нас? А сзади торсионная балка. Ну, стандарт бюджетки, да? Торсионка сзади, Макферсон спереди. Колесная база 2,8 метра. 2,8 метра. Слушай, это, блин, ну, пассажирский транспорт. Что вы хотели? Камеры. Где у нас камера? 360 градусов системы нету, да, здесь? Нет 360 градусов системы. Нет. Партроники. Сзади. И камера. И сзади у нас камера. Все это про систему безопасности. Ну, как-то так, ребят. Ну, такой получился у нас сумбурный обзор. Вот, не обессудьте, пожалуйста, там мы приехали неподготовленные, вообще случайно ехали, случайно встретили эту машину. И судя по заявлению менеджеров, что они так неохотно все это нам так давали, и, скорее всего, более детального обзора не будет, потому что тест-драйва как такового у них нету на эту машину. И вот то, что мы проехали здесь 50 метров, это, наверное, будет максимум. Ну, поэтому, что имеем? Есть шанс взять дидишника в аренду. Просто Дидишника, да. Вызвать Диди, прокатиться на нем, да. И прокатиться, да. Да. Остановить его, Это можно будет. захватить его и покопаться в машине. Сейчас мы выяснили такой момент. В аренду будет сдаваться только водителям, кто имеет договор с компанией Didi. Поэтому нам, как простым жителям, как простым людям, сделать это не получится. Поэтому в аренду будет сдаваться только таксишникам. Слушай, смотри, мне кажется, здесь есть автопилот. Менеджеры этого не знают, потому что это такая лимитированная версия, да, ребят? Что знают менеджеры в Китае? Мало чего. Но смотри, что я нашел. Есть кнопка Вот. активации Поэтому не зря автопилота. там было нарисовано окошечко. Такое маленькое с полосочками. То есть, скорее всего, да, автопилот Да, есть. потому что есть отдельно вот здесь вот, да, у нас вынесена зона для активации круиз-контроля. Да. И вот как раз полоса временное включение автопилота. И есть специальная камера, которая контроля полосы. Это радар, который выполняет функцию контроля дистанции до ближайшего автомобиля. Адаптивный круиз-контроль. Ну и, соответственно, автопилот. Так, цена, да, точно сейчас цену назовем. Точная цена 151 800 юаней. 151 800 юаней. Проезжает 420 километров. Ну, Если есть автопилот, автопилот, круиз-контроль, комфортный салон. расход 12,8 киловатт, 1,4 это достаточно низкий показатель среди электромобилей. Зарядки. Лючки не показали, да? Да. С правой стороны спереди fast charge. Yes. Yeah. And и так, quest. Нали second slow. No, only one. No, slow charge. Should be slow charge. No possible. This is fast charge. Получается, possible. Fast charge this is. Получается, Леш, эта машина не предусмотрена для того, чтобы ты ее оставлял дома. Так нельзя заряжать батарейку только fast charge. Она портится. Wait a moment, may I ask? Yes, it should be. 他说快充的话电池容易坏，然后慢充的话对电池比较好。这个是影音车辆很少有慢充的，不像我们那个。В общем, есть только fast charge, slow charge нету. Yes. Мгм. Это не партроники, это просто декорация. Для чего сделано, так непонятно. Но, короче, партроника только два сзади. 这个有观察周边环境，远近光灯切注意换板。乘车安全。还有闪的呢。 Дальний есть? Да, дальний, ближний. Тоже красивая. Вот Слушай, дальний. ламповые. 不是很亮。 Что, Антонио, как тебе нравится машина или нет? Да, слушай, классная. Она мне так напоминает Toyota Raum. Она еще не по фотографиям напомнила Toyota Raum. Это моя была любимая машина на самом деле. 是否在车内 Слушай, 查周边 класс. 环境？ Самое, что интересно в этом всем моменте,
тачки BYD-шные, а менеджеры все отвечающие сяопеновские. А все почему? Кто знает, напишите в комментариях. Я знаю.